А, Давайте поговорим про мануальный мышечный тест. Что это такое? Очень часто пациентам я рассказываю, перед тем, как я тестирую, провожу аналогию. Удар молоточком по сухожилию надколенника, ножка дернулась. Что произошло? Молоточек растягивает сухожилие, мышцу, идет натяжение, идет реакция рецепторов и ответ — ножка дернулась. Теперь, что мы делаем во время мануального мышечного теста? Мы также растягиваем напряженную мышцу, но растягиваем ее рукой. И если мануальный мышечный тест в норме и рефлекс есть, то идет некий отскок, противоположный нашему действию. Какие плюсы мануального мышечного теста? Во время удара молоточком по сухожилию я могу протестировать лишь те мышцы, где есть выраженное сухожилие, по которому можно стукнуть. Что делать с теми мышцами, у которых нет такого сухожилия? Например, дельтовидная мышца. Ее можно протестировать путем сокращения самой мышцы и некой нагрузки, и я получу такой результат. То есть мануальным мышечным тестом я могу протестировать любые крупные мышцы тела и выяснить, они находятся в норме, так как должно быть норма тонуса, либо они не работают, они слабые, либо они избыточно нагружены в гипертонусе. Как выглядит мануальное мышечное тестирование? Я сокращаю тестируемую мышцу, в данном случае это средняя порция дельтовидной мышцы, и выполняю давление. Давите, давите, давите. И вы видите, что мышца отвечает рефлексом на мою нагрузку. Это норма. Давайте посмотрим с этой стороны. Сопротивляйтесь. Рефлекс очень хороший. Это говорит о том, что эта мышца работает. Я ее могу проверить, нет ли в ней гипертонуса, но, по крайней мере, она хорошо работает. Когда я протестирую флексоры правой руки, то есть это те мышцы, которые выводят ручку вперед. Тут ряд мышц. Давите. И в данном случае они не работают. Тогда, когда наша модель будет поднимать руку и выводить вперед, то и будет идти избыточная нагрузка на связочный аппарат, и через какое-то время они просто заболят. И если эта проблема будет длиться очень долго, иногда это десятилетиями, то в какой-то момент может произойти при определенных нагрузках в спорте, в работе, разрыв связок и сухожилий и анатомическая травматизация самого сустава. Очень часто те, кто использует этот тест, они проводят параллель нарушения иннервации. Может быть. Тогда я могу сделать следующее. В PDTR есть такое воздействие, как антистимул. Я тестирую мышцы, они гипотоничные. И я погладил здесь, давите, и они включились. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле сигнал сюда пришел. Если бы здесь было нарушение иннервации, мышца бы не включилась ни в каком объеме. В поздний период времени я бы нашел еще и атрофию этой мышцы за счет нарушения иннервации. Здесь мышцы в прекрасном состоянии, они по объему не уменьшены, но просто есть функциональное нарушение, которое выключает эту мышцу и которое эффективно можно включить. Как в норме мышца работает и в принципе как этот прием могут использовать работники фитнеса. Да? Я тестирую по-прежнему дельтовидную мышцу, давите, мышца включилась. Я могу посмотреть, сколько сокращений она может выдержать. В норме это 12-15 сокращений. И считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Это нормотоничная мышца, которая выдерживает столько количества сокращений. Эта мышца может сделать 15, 20, возможно 30 сокращений, и она хорошо натренирована. И проблемы при этом движении не будет. Давайте посмотрим такую же ситуацию, только проверим мышцу с противоположной стороны. Давите, пожалуйста. Раз. 6, 7, 8. Тяжелее. Видно?
Здесь есть лимит. Конечно, если мы будем синхронно выполнять вот эти движения отведения, эта мышца будет работать, здесь она выключится. И здесь после 6, 7, 8 сокращения пойдет травматизация связок. Будет желание прекратить это движение. Есть такое? Да. Тогда давайте посмотрим, откуда может идти эта проблема. Давайте предположим, я просто зафиксирую сейчас ключицу, ключично-акромиальный сустав и повторю такой же тест. Давите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Лучше? Да. Да. То есть это говорит о том, что есть некое растяжение связок ключично-акромиального сустава, которое функциональное и которое можно полечить. Возможно, это было какое-то падение на руку, падение на бок. Возможно, это где-то дернули руку, просто растянулся этот сустав. Он может быть болезненным, может быть не болезненным, в зависимости от того, насколько воспаленные связки. Но это то, что можно убрать. И таким тестированием я могу определить ту зону, которую необходимо лечить. А на самом деле, когда мы будем нагружать руку, болеть может быть, а боль может быть в локте, в лучезапястном суставе, либо в кисти. А проблема в ключично-акромиальном суставе.